Должно быть, в воздухе Италии есть что-то такое, что вдохновляет итальянских инженеров на создание эмоциональных автомобилей и мотоциклов, которые затем покоряют весь мир. Даже просто слова Ferrari, Maserati, MV Agusta или Лаверда несут в себе ауру очарования и волнения. С конца Второй мировой войны компания Лаверда из Бриганцы сделала себе имя во всем мире, создавая мотоциклы, которые воплощают в себе высокие принципы, столь любимые итальянцами. В 1976 году компания представляет мотоцикл Лаверда Джотто, или Хота, или Йота, кому как удобней. Это абсолютное воплощение того, каким должен быть супербайк. На момент выхода Джотто считалась самым быстрым серийным мотоциклом в мире, развивая максимальную скорость в 220 км в час. Лаверда Джотто — это один из немногих мотоциклов, который в 70-х смог дать отпор вездесущим японским конкурентам. Джотто по многим параметрам превосходила японцев. Она была мощнее, легче и в общем технологичнее, однако и стоила она дороже. Изюминкой итальянцев был трехцилиндровый двигатель объемом 981 кубический сантиметр. Разрабатывая его, итальянские инженеры экспериментировали с обычным 120-градусным коленчатым валом, но в конце концов они остановились на необычном 180-градусном кривошипе, где два внешних поршня движутся вверх и вниз в унисон, совершая поочередные обороты. Шатунный штифт центрального цилиндра смещен на 180 градусов от двух других, создавая последовательность срабатывания. Таким образом, две вспышки происходят с интервалом 180 градусов, а третья с интервалом 360 градусов. Благодаря такой компоновке двигателя Лаверда Джотто показывала впечатляющее ускорение и огромную мощность по тем временам. Эта силовая установка выдавала 97 лошадиных сил максимальной мощности и 90 ньютон-метров крутящего момента. Из-за последовательного срабатывания цилиндров двигатель Джотто работал не так мягко, как у японцев, а его характерный выхлоп называли пулеметным. За питание отвечали 3 32-мм карбюратора Делорто. Средний расход топлива был довольно честно заявлен производителем на отметке в 7,5 литров на 100 км пути. Отсюда весьма немаленький бак, который вмещает ровно 20 литров топлива. Помимо двигателя, Лаверда Джотто могла похвастать электрическим стартером, электронным зажиганием, очень удобной центральной подставкой. За торможение такого мощного и быстрого байка отвечали механизмы Brembo. Это 3 280-мм диска, два спереди с двухпоршневыми суппортами и один сзади, естественно с однопоршневым суппортом. Подвеска представляла собой обычную переднюю телескопическую вилку и два регулируемых в 5 положениях амортизатора сзади. Также владельцы этого мотошедевра отмечали, что, видимо, благодаря такому двигателю и правильному геометрическому соотношению задней звезды и звеньев цепи, износ последних удивительно низкий для такой мощности мотоцикла, который постоянно провоцирует на резкое ускорение.
Мотоцикл действительно получился настоящим жестким бескомпромиссным супербайком. Передачи его пятиступенчатой коробки очень сближены, что вкупе с постоянно просящим высокие обороты двигателем требует частого переключения, однако сцепление невероятно тугое. Лаверда Джотто был не тем мотоциклом, на котором можно было спокойно ездить ежедневно по своим делам. Он постоянно просил свободы, а когда получал ее, то дарил владельцу невероятные эмоции, за что, собственно, многие и переплачивали в сравнении с более дешевыми японцами. В 1982 году итальянские инженеры уже оснастили мотоцикл обычным 120-градусным коленвалом, и Джотто потеряла свою изюминку. Также появилось очень нужное гидравлическое сцепление. Выпускалась Лаверда Джотто с 1976 по 1984 год включительно. В этот период была также выпущена и спецверсия для рынка США Лаверда Джотто 1200 Америка, так как там любят все самое большое.